Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас снимаю ваш таро-прогноз на ноябрь 2022 года. Осень уже вовсю играет своими красками. Нам нужно посмотреть, подготовиться, с чем же вы будете выходить из этого периода. Поможет мне сегодня в этом таро «Красота ужаса», а также оракул Ленорман «Силуэт». Смотрим все по обычной схеме. Поэтому настраивайтесь и будем черпать информацию. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, вопросов здоровья, личной жизни, совет от карт. Так, арканы перед вами. Надеюсь на то, что вам хорошо видны. В любом случае все вам буду подносить. Поэтому начнем. Общая энергия месяца у вас здесь ложится десятка жезлов. Сложно. Сложно у каждого будет по-разному. Почему? Потому что это и груз взятых на себя обязательств. Это могут быть сложности просто, знаете, аврал на работе, бытовые нюансы, успеть все. У кого-то это может быть сложности в плане восстановления по состоянию здоровья. Чтобы мы с вами не гадали, не ходили вокруг да около, мы смотрим, в чем конкретно здесь проблема. И на повестке дня у нас королева мечей. Карта, которая говорит о том, что, во-первых, может быть повышенная конфликтность. То есть вы можете рьяно, остро реагировать на критику, на замечания. Вам сложно будет пройти мимо, промолчать, когда ваш адрес могут делать какие-то язвительные высказывания. Сложности будут в решении бюрократических вопросов. Здесь, знаете, как не то чтобы вопросы затянутые во времени, а как сложно будет найти подход кому-либо из проверяющих инстанций, социальных служб, просто взаимодействовать с людьми, потому что здесь ситуация, когда вас воспринимают остро, по принципу, что у вас все хорошо, у нас все плохо, ты в этом виноват. То есть желание идет вас наказать за какое-то стабильное либо счастливое существование, нагрузить какими-то проблемами. Еще, конечно же, по этим картам десятка жезлов королева мечей — это сложность в общении с представительницей воздушной стихии. Это могут быть весы, близнецы или водолей, или просто сама по себе девушка, женщина очень такая, знаете, как я говорю, активная, но при этом, знаете, такая расчетливая, со стратегией, такая холодная имеется в виду, знаете, в плане выдержанной такой дистанции между людьми. То есть будут сложности из серии наладить взаимоотношения с ней. Посмотрим сейчас, как это для вас отыграться во всех сферах жизни. Смотрим работу. Но, кстати, по работе шестерка жезлов. Карта мне нравится. Почему? Вы сами понимаете, что это вопрос триумфа, вопрос победы. Да, может быть, не самостоятельно, а за счет взаимодействия с третьими лицами, их поддержки, их опоре, их подсказкам, но тем не менее. И для некоторых, помимо всего, повторюсь, да, это как продвижение по карьерной лестнице, это улучшение условий труда. У многих это будет выражено в плане дистанционного, знаете, как взаимодействия. То есть работать можете из дому, или вам могут предложить переехать в иной филиал, отправить в командировку. Но все, что бы вам здесь не предлагали в рамках этого периода, видите, для вас во благо. Давайте смотреть все равно. Для тех, кто, допустим, у нас по ряду причин не работает и работать не может. Например, вы не работающий пенсионер, вы домохозяйка, либо вы просто в декрете, то здесь шестерка жезлов и звезда. Наконец-то пришло время, возможности, когда вы сможете раскрыть свой потенциал. Вы будете крайне востребованы, особенно если вы занимаетесь какой-то творческой работой, хендмейдом, или ведете свой блог, потому что звезда — это вопросы известности, медийности, востребованности. Если вы, знаете, как длительный период решались, стоит ли попробовать себя в этом русле, однозначно начинайте, потому что вас здесь ожидает успех. И если же вы у нас соискатель, то шестерка жезлов и дурак — это успешно найти работу, это оказаться в нужное время в нужном месте. Удача, которая сама идет в руки. Поэтому здесь, не могу сказать, что вам не нужно прикладывать никаких усилий. Тем не менее, знаете, вот тому, кто стремится, удача идет навстречу. Поэтому не пренебрегайте данными возможностями. Если вы у нас наемный сотрудник, то шестерка жезлов и двойка пентаклей — это для вас совмещать. Это, знаете, как два региона, два филиала. Либо вы можете быть фрилансером
и работать на несколько компаний одновременно. Ну, то есть для вас тут идет все в позитивном ключе. Или вам могут предложить вакансию вашего коллеги, который там ушел, заболел, и вы не только просто выполняете работу за двоих, но здесь и получаете оклад за двоих. Если же карты смотреть для тех, кто у нас наемный сотрудник, 6 жезлов, 10 чаш, признание в коллективе, в повышении, радость, комфорт, довольство. Тут добавить нечего, тут все сказочно, все замечательно. И для тех, у кого свой собственный бизнес, 6 жезлов и 5 пентаклей, это выйти из вопросов кризиса, застоя. Ну и в позитивном ключе, если вы себе планировали отпуск и отдых, это может быть просто отойти от дел и поехать наслаждаться текущей ситуацией. Вопросы финансов, 7 жезлов. 7 жезлов у нас всегда указывает на... Это не борьба с финансовыми трудностями, это попытки себя ограничить чуть-чуть, знаете, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вот это, потому что здесь однозначно по этим арканам идет желание ограничить какие-то свои расходы. Потому что, видите, одной ногой уже на краю пропасти. Слишком здесь рядом можете потратиться. Конечно, хорошо, если это будет в удовольствие. Это траты запланированные, либо просто траты, которые оправданы, которые вас будут радовать. То есть я не вижу, что вы здесь сожалели о этих расходах. Если будем смотреть вопросы здоровья, а вот здесь у вас ложится аркан жрица. Нужно прояснять будут некоторые детали. То есть для некоторых это могут это себе знать скрытые хронические заболевания. Сейчас мы даже посмотрим, так ли это. Видите? Да, 7 мечей, то, что неизвестно. И второй момент. Давайте я вам озвучу так, только услышьте меня. Не нужно сразу это притягивать за уши, эту информацию, если у вас все хорошо. Но если у вас на протяжении длительного периода усталость, подавленность, вялость, нежелание вообще, знаете, как двигаться, или вы не успели встать, уже вы устали. И если вы, проконсультировавшись с врачами, пройдя обследование, у вас не находят никаких причин, здесь рекомендовано проверить вас на деструктивные воздействия, потому что, ну, вообще, вот, связка этих карт очень часто указывает крадник на здоровье. Дальше. Что у нас по личной жизни? По 9 жезлов. Карта сама по себе не говорит об отсутствии знакомств. Она говорит о вашем нежелании включаться в процесс, с кем-то взаимодействовать, общаться, знакомиться. Вот как-то эмоционально вам не до этого. Не настроены, не расположены. Будем смотреть. Итак, для тех, кто у нас свободен. 9 чаш. Это желание только свободных связей без обязательств. Это желание жить в своей нише, в своей зоне комфорта, ничего не меняя. И поэтому это по принципу или ты соглашаешься на мои условия, или просто мы расходимся как в море корабли. Потому что на текущий момент зона комфорта для вас превыше всего. Если мы будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, 9 жезлов и справедливость, она же правосудие, это желание призвать к ответственности, потому что, поверьте, вы здесь кому-то явно будете насиловать мозг за то, что человек не готов взять на себя обязательства, вести вас, допустим, к алтарю, или, допустим, партнер может призывать, если вы там замужем, к бракоразводному процессу, потому что хочет за вас нести обязательства. В общем, тут такая, знаете, как позиция «будь ко мне справедлив» или «справедливо», а в это вы будете пытаться всячески закрыться. Если же у вас стабильные связи, 9 жезлов и 8 чаш, это быть с партнером или партнершей на расстоянии по ряду причин. Кто-то уехал в командировку, допустим, какие-то внеплановые дела вашего партнера или партнерши. То есть я не могу сказать, что здесь одиночество, здесь просто ваша эмоциональная закрытость, дистанцированность, ну и просто общение на расстоянии, но не более того. Единственное, о чем здесь говорят карты, что если вы сами по себе по жизни интроверт, то вам очень часто нужен такой вот период осознанного одиночества. Вы можете уйти в отшельничество, закрыться от общения, от взаимодействия, от коммуникации, чтобы восстановиться энергетически, чтобы посвятить время себе, своим хобби, начинаниям, либо тем делам, которые для вас наиболее актуальны и важны. И рекомендации от карт на этот месяц. У вас здесь ложится 2 жезлов. Карта выбора, карта возможностей, карта нового старта и перспектив. Вместе с тем она вам всегда говорит о ситуации, что бы ты ни начинал,
за что бы ты новое не брался, имей запасной план. Пусть даже у тебя весь мир в руках, всегда имей план Б, для того, чтобы в случае каких-то огрех ты мог воспользоваться запасным вариантом. И посмотрим с вами неожиданность этого периода, какова здесь будет ситуация. У нас здесь дом, рыбы и письмо. И здесь тучи, переживания. Но карты позитивные. Почему? Потому что, во-первых, это выгодная продажа, или это выгодная покупка, или оформить рассрочку, или оформить ипотеку. Если это вопросы аренды или субаренды, это получить этот пакет документов, подписать документы. По выгодной для вас цене заключить этот договор, этот контракт. Еще по этим картам это заключить какое-либо соглашение по дому, по недвижимости. Например, на ремонт, на вопросы клининга, перепланировки, просто какие-то соглашения, но которые вам дают комфорт, покой. И, в принципе, знаете, как вложения, которые будут оправданы, потому что дом, рыбы и письмо, вы заключаете договор, который вам приносит и радость, и удовольствие, и как финансовые вложения, которые потом старится и окупятся. Поэтому пусть будет так. Стремитесь, и у вас все получится. Месяц, если мы с вами посмотрим, у вас знаковый, он здесь, я обратила бы внимание на работу, у вас хорошие перспективы. И все-таки присмотритесь к своему здоровью, потому что тут есть моменты, которые нужно будет прояснить или подкорректировать. Исполнение вам мечты, достижение целей, победы во всех ваших начинаниях и радости, счастья, довольства. Всего того, что, знаете, как дает вам возможность вкусить и почувствовать эту жизнь. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.